Добрый день, дамы и господа. В этом видео мы хотим вам показать, как измерять коэффициент усиления антенн Gain. Для начала открываем программу Polygon и запускаем нашу программу управления осциллографом. На осциллографе находим с помощью задержек. Вот у нас есть цифровые задержки. Грубые, плавные. Находим сигнал. Для корректного измерения необходимо выбрать окно такое, чтобы сигнал со всеми своими колебаниями завершился в окне, но при этом еще не начались переотражения, связанные с длиной кабеля. Сейчас мы вам их покажем. Вот у нас сигнал, прошедший между антеннами, и переотраженный. Желательно, чтобы этого переотраженного в окне не было. Что мы делаем? Мы можем раздвинуть окно. Сейчас у нас окно 10 наносекунд. Мы можем сделать вот это все окно в 2 раза меньше, 5 наносекунд. То есть 1 наносекунду деления мы делим, уменьшаем 0,5 наносекунд деления. И видим, что сигнал закончился. Поскольку мы накладываем временные окна, желательно не ставить сигнал вот здесь, ближе, чем одно деление слева. Ну и то же самое, одно деление справа тоже уничтожится. Но там мы не будем ставить. Почему? Потому что тут мы обрезаем большую часть сигнала. То есть внимательно смотрим на начало сигнала, чтобы оно не попадало в первое деление. Значит, ну если так мы поставим, то будет вполне нормально. По амплитуде с помощью чувствительности достаточно нажать кнопку авто, и он растянется так, как надо. Так, как устанавливать антенны, мы вам можем показать небольшой ролик. Тут сняли мы. Это у нас фильм по монтажу антенн. Добрый день, дамы. То есть для того, чтобы антенны смонтировать, мы их получаем в коробке. Надо к ним прикрутить вот такую площадку, которая является частью головки Манфрота. Эта площадка прикручивается с помощью вот такого винта, который у нас существует в поставке антенн. А сама площадка крепится на трипод с помощью защелок. Сейчас это тоже будет показано. Вот мы поднесли трипод. Вот в это место надо установить антенну. Но желательно это посмотреть сбоку. Значит, вот это пяточка антенны. У площадки есть пятка, которая сзади снизу. И та часть, куда антенна светит, назовем носок. С пятки на носок, и вот антенна защелкивается сама. Чтобы ее отщелкнуть, надо нажать здесь кнопочку вот эту. И она легко выходит. Это я только показал качание, что она свободна уже. На самом деле там не надо никак качать. Обратно ставится по защелке. Одной рукой вытаскивается 2 руками. Все, эту антенну мы ставим в безэховую камеру. Здесь у нас такая же антенна стоит в этом месте на передающей части. Вот у нас трипод. Тут у нас головка генератора, соединенная кабелем с антенной. И с помощью 3 координатных вот этих винтов головки Манфрота мы можем выставить антенну по азимуту, по элевации и по поляризации. Приемная антенна стоит у нас на такой же головке, которая позволяет делать все эти юстировки. Обычно для измерения gain, чтобы убрать вот этот длинный тракт с поворотным устройством, мы ставим антенну на трипод и крепим смеситель на триподе. Но поскольку мы сейчас догадались так, что можно смеситель поставить на трипод сразу, то мы можем использовать крепление антенны на пилоне, потому что мы тот длинный тракт исключили.
Таким образом мы можем сразу измерить и гейн, и диаграмму направленности, не меняя монтажа приемной антенны. Здесь мы показываем, что с помощью лазерного дальномера, прислоняя его к апертуре антенн, мы можем выставить сигнал в точном направлении из антенны в антенну. Ну и после того, как мы тестировали обе антенны, это сейчас у нас тестируется передающая антенна винтами, попадаем из одной апертуры точно в другую апертуру и другой антенны, мы можем посмотреть, как выглядит сигнал, выставить его на максимум. Вот так выглядит наш сигнал. И дальше обработку мы будем показывать уже с помощью нашей программы. Это мы убираем. Значит, вот у нас живой сигнал. Кино мы остановим сейчас. Стоп сделаем. Вдруг еще что-то захотим увидеть. Значит, нам надо записать этот сигнал в программу Polygon. Для этого в этой программе у нас существует окно Measurement, сигнал. Выбираем это окно. С помощью ОК вызывается следующее окно. Сигнал Measurement Digital Sampling Scope. Называем его название объекта, пишем. Сейчас у нас там стоит референсная антенна. Значит, ну давайте сигнал так и назовем. Сигнал референсной антенны. Тут можно выбрать окно. Сейчас номер канала, из которого мы берем. Автошкалирование сделано. Окно выбрано нормальное с цифрами 10, 90, 100. Что значит эти цифры? 10 это значит, сколько процентов по x мы используем для окна. N1 это начало окна 10%, 90, N2 это конец окна 90%. То есть у нас окно накладывается от 10 до 90%. При этом оно, коэффициент передачи равен единице. Вот это показывает вот здесь. N3 100%. То есть 100% мы берем в окне от 10 до 90%. Остальную часть при Normal Windows мы делаем по косинусу. Вот такая функция накладывается. То есть для финализации сигнала используется такое окно. Мы в начале имеем 0 и в конце 0. И закон изменения вот этого окна будет косинус. Вот так и вот так. При нуле 0, при единице единица. Тут эти окна можно менять. Можно без окна работать. Можно гауссовские, половинные, целые, Бессель-Казер, Блэкман-Хэррис, Хана, Хеминга и так далее. Можно использовать нормальное половинное окно. Тогда, если половина, то ничего не меняется в начале. Из половины окна накладывается окно нормальное. Но мы используем нормальное с такими процентами. Рекомендуем вам тоже так. Нажимаем ОК, и сигнал у нас будет сохранен с таким названием. Если мы хотим посмотреть, как выглядит этот сигнал, мы заходим в окно граф, ищем нашу переменную seek reference. Вот это наш сигнал. Значит, сейчас у него тут 30 милливольт, минус 15 милливольт. Какая-то шкала, 5 на секунду на деление x правильная, но y неудобная для рассматривания, потому что она была установлена раньше. Чтобы сделать автошкалирование, мы заходим в окно Setting, кнопку Setting, и в y минимум, в y максимум ставим нули. 0 минимум, 0 максимум. Сохраним это значение, и у нас сейчас будет автошкалированный сигнал. Вот видите, то есть у нас видно 466,7 милливольт вверху, минус 600 милливольт, 603,8 внизу. То есть размах сигнала больше вольта. Это можно проверить с помощью курсоров. Если мы первый курсор поставим, ну, где-то, это второй курсор, да, ну хорошо. Второй курсор поставим на максимум. Вот можно его перемещать так. Первый курсор поставим где-то к минимуму ближе. Вот мы его делаем ему movement по x, и он идет
смещается по Y. Вот. Здесь мы видим значение по X и по Y первого курсора, по X и по Y второго курсора, и видим разницу. Относительная разница по X 40 пикосекунд, то есть это время нарастания вот этой от минимума до максимума. И амплитуда, разница по Y 1070 милливольт. Значит, сейчас у нас амплитуда сигнала около вольта. Все, значит, для того, чтобы мы могли посчитать коэффициент усиления, нам надо записать сигнал при втором расположении антенн. Но для этого нам надо заменить антенну на приемной части с этой референсной на антенну измеряемую. Значит, что я сейчас сделаю? Я сделаю паузу, буду перемонтировать антенну. Еще хотел сказать, что для удобства можно использовать функцию экранной памяти. То есть мы этот сигнал для сравнения с последующим сигналом можем загрузить из первого канала во второй регистр памяти. Load делаем, и можно его отобразить с помощью вот этого чека. Теперь мы видим два сигнала здесь. Один синий — это сигнал памяти, другой зеленый — это тот живой сигнал, который существует на экране. Но поскольку они расположены в одном и том же месте и одной и той же амплитуды, то мы сейчас разницы не видим. Я его сейчас могу сдвинуть. Вот он, видите? Зеленый живой, голубой память. Это нам нужно для чего? Для того, чтобы увидеть, как у нас сигнал другой антенны находится ли он в том же месте и насколько его амплитуда изменяется. Желательно выставить его тоже по максимуму, чтобы амплитуда была максимальной. Все, делаю паузу. Ну вот, мы перемонтировали антенну на приемной части. У нас стояла опорная антенна, референс с известным гейном. Теперь мы поставили вместо нее антенну андетест. Она ставится так же, как и антенна на трипод. Ставится на манфрота площадку головки и защелкивается. Потом с помощью, можно пошире сделать, чтобы видно было. С помощью лазерного дальномера мы сюстировали антенну в антенну, так чтобы луч попадал в центр передающей апертуры. И проверили передающую антенну. Попадает? Попадает. Все в порядке. Значит, можно записывать сигнал. Что мы сейчас покажем, как это делается. Запись сигнала. Значит, один сигнал у нас был в зоне памяти. Мы можем ее вот включить, выключить. Голубая, видите? Сейчас она включена, я выключаю. Вот она выключена. Сейчас сигнал у нас живой, сигнал антенны. Измеряемой антенны. Он почти такой же амплитуды. Может быть чуть-чуть меньше вот здесь в плюс и чуть-чуть больше в минус. Вот, видно, здесь выходит и уходит. И отличается немножко в этом месте. Сигналы похожи, значит и гейны должны быть похожи. Ну что, берем запись этого сигнала. Для этого опять обращаемся к окну сигнал, measurement нашего основного окна. Нажимаем ОК. И меняем название Object Name из канала 1. Предыдущий сигнал назывался референсный сигнал. Сейчас назовем его по названию этой антенны. Я знаю, серийный номер кончается на 1108. Напишем так, сигнал 1108. Это будет названием антенны, названием сигнала, по которому мы будем считать гейн. Окей. Сигнал взяли. Можем посмотреть в графике, как выглядят эти два сигнала. Это сигнал у нас был предыдущий референс. Теперь мы берем variable. Видите, появилась новая переменная SIG 1108. Отмечаем оба SIG 1108, SIG ref. Сверху у меня это референсный гейн антенны, на которой мы будем нормировать. Значит, вот сейчас смотрим пока сигналы. Два сигнала. SIG 1108 и SIG reference. Вот они оба здесь сигнала. Видно, что они почти совпали. Видно, как сработало окно. 0 в начале и 0 в конце. Никаких шумов абсолютно. То есть окно, одно деление по косинусу сгладило вот так. Если бы сигнал попал в эту зону, он бы тоже уменьшился. Поэтому это делать нельзя. Сигналы записали, все хорошо. Можем считать коэффициент усиления. Коэффициент усиления мы делаем
расчет с помощью вот этого кнопка Gain. При вызове этой кнопки у нас появляется окно расчет гейна. Gain Calculation. Вам надо указать начальную частоту, Start Frequency, ну 1 ГГц может быть. Step Frequency, с каким шагом будем считать. 1 ГГц грубовато, давайте посчитаем с шагом 100 МГц. Значит, нам надо здесь ввести 0,1 ГГц. Так. И сколько нам надо брать частот, чтобы дойти до 40 ГГц? Если мы идем шагом 100 МГц, то на 1 ГГц у нас получается 10 частот, а в 40 раз, на 40 ГГц в 40 раз больше. Значит, 400 частот. И плюс 1, чтобы захватить последнюю частоту, потому что это интервалы. Вот, пишем. Number frequency 401 и вводим сигналы. Измеренный сигнал называется SIG1108. Это сигнал нашей измеряемой антенны. Reference сигнал, сигнал антенны с известным коэффициентом усиления. Reference gain, это gain, который нам известен заранее. Gain нашей референсной антенны. Вот его gain. И object name, это gain антенны, которые мы измеряем. Ну как мы его назовем? Назовем его gain с названием тем же 1108. Рассчитываем. Окей. Посчитали. Можем посмотреть в графике, как выглядит этот gain. Variable gain 1108. Нажимаем ОК. Вот так выглядит gain. Так, что-то лишнюю частоту. Да, лишнюю. Мы посчитали еще до 41 ГГц. Надо было 390. Но это можно изменить, еще раз пересчитав. Видно, видите, до 40 ГГц у нас нормирована та антенна антитест, а мы посчитали до 41, где нет данных. Значит, как это пересчитывается? Закрываем, заходим в gain. И здесь вместо 401 пишем, сколько нам надо? 39 ГГц набрать. Плюс 1. 391. Все, переменные все остаются те же. Пишем ОК, и он будет спрашивать replace. Мы скажем replace. Replace. Все, мы поменяли данные. Теперь смотрим графики. Наши корректные будут. Так, это некорректное наше измерение. Теперь смотрим корректное измерение. Вот у нас получился gain. Если мы хотим его как-то не автошкалировать, а удобнее разглядывать, то можем здесь по Y поставить в сеттинге какие-то значения. Ну, допустим, от минус, ну или от нуля, вот отсюда, от нуля. Пусть минимум будет 0, а максимум, ну, чтобы там нам не зашкаливало, сделаем, допустим, 40 дБ. Save, окей. На 40 многовато, давайте 30 поставим. Хорошо. Будет более подробно выглядеть. Save, окей. 30. Ну, вот такой гейн у нас получился. Посмотрим, как выглядел гейн опорной нашей антенны. Мы можем вызвать оба графика. Вот у нас гейн измеренной антенны 1108 и референс гейн вот этой. Значит, референс гейн у нас красный, измеренный у нас синий. Гейн отличается совсем немного. Значит, если мы вызовем комментарии нашей референсной антенны, то вот здесь мы задаем, на какой частоте, какой коэффициент усиления мы получили. Это считывается с помощью курсоров. Вот мы берем курсор. Так, это у нас во втором плоте. Ставим на частоту 2 ГГц. 2.35, 2.30, 2.180, 2.10. На 4 вот 2 ГГц 4.15. Ну и на какую-нибудь, ну допустим 26, где у нас 26, где-то вот здесь, да, 26,2. Вот у нас значение гейна на частоте 2 ГГц и 26 ГГц. На частоте 2 ГГц 4,15 dBi. На частоте 26 ГГц 19,3 dBi. Смотрим в комментариях. Так,
13.11.05. А, вот 26, вот 19.27, а на двух 4.15. Все верно. Ну и так можно до 40 ГГц построить вот эти вот, в комментариях написать эти значения и для нашей антенны, которые мы измерили сейчас. Мы можем это скопировать, выбрать наш плот 11.08, написать здесь Ctrl-V, написать, что это антенна у нас gain антенны номер 2018, теперь антенна 11.08. И это уже не методом трех антенн, как измеряли ту, а методом сравнения. Ну, можно оставить, это было написать только не 3, а by 2 антенн техника. По методам трех антенн, по методам двух антенн, by reference, да, можно добавить комментарий by reference 11.03.15. Название 2013. Вот такой номер. 2013 11.05. Такой gain. By reference gain. Gain. Так, хорошо. Ну и здесь поставить его реальные значения. Для того, чтобы эти реальные значения считать. Как-то здесь далеко. Вот так, хорошо. Нам надо поставить курсор нашего плота 1 синего на значение 2 ГГц. Ставим 2 ГГц. Где у нас 2 ГГц? Где-то тут. Ну, точнее вот так. Это уже 1,5. 2 ГГц у нас. На 2 ГГц у нас 5,3 dBi, запомним. Ну, 5,32 можно написать поточнее, так? На скольки у нас? Ну, на 26, допустим. 26, где у нас 26? На 26 у нас 19,4. 44, так, 2. Можно на бумажке написать, потом перенести. 26 такая. И на 40, где-то вот тут, допустим. На 40, 24. 40, 24 и 20, 207, ну 21 dBi. Хорошо, мы эти данные перенесем сюда. 18 ГГц не помещается, здесь мы уберем. 26 и 2, 26 и 40. Меняем только Y. Значит, на 2 ГГц у нас чуть-чуть больше, чем было. Было 4,15, теперь 5,33. На 26 было 19,3, стало 19,4. Почти не поменялось. На 40 было 24,2, стало 24. Было 24,9, стало 24,2. 21. На полдецибела меньше. Все. Мы эти данные все ввели. Можно и сохранить. Сохраняем. Save, Replace. В следующий раз эти данные у нас выведутся вместе с этими комментариями. И их можно отдавать в тест results. Конец фильма. Ну можно еще показать, как она выглядит, если мы теперь вызовем только одну эту переменную. Graph, variable. Вот мы сейчас вызываем gain нашей измеренной антенны. И если хотим увидеть комментарии, вот они все есть, сохранились. Можно поставить курсоры, куда мы хотим. Можно этими курсорами посмотреть какие-то значения, какие нам надо. Мы считали шагом 100 МГц, поэтому теперь видите 1,9, 2 быстрее прыгает, чем в референсной. В референсной более подробная запись с шагом 10 МГц. Вот 5,3 на 2 ГГц, 23 с чем-то на этой частоте, на 38,7. Ну вот это 5,3, вот она у нас отмечена. Такую кривую я распечатываю и прикладываю к тест results. Спасибо за внимание. Всем успеха. До свидания.